Всем привет! Мы сегодня приехали в город, который совсем недавно считался латвийским городом мечты, а его порт – объектом зависти некоторых политиков. Приехали мы в него из Кулдыги по вот такому вот маршруту и сумели припарковаться возле одних из самых посещаемых его достопримечательностей – Южного мола, наблюдательной вышки и рыболовецкого порта. Помимо ретро-судов, в этом месте имеются и ретро-автомобили. В нашем случае ВАЗ-2101, а может быть и Fiat Су-24, что есть по сути одно и то же. Приехали мы в Вентспилс в 5 часов вечера, поэтому, совершив запоздалую церемонию по принятию пищи под названием обед, поняли, что сил на город у нас на сегодня не осталось. Как-никак, а Вентспилс сегодня уже третий город, который мы посещаем. И, как говорится, две состоявшиеся прогулки в Вайспоте и Кулдыге были результативными, но пешими. Поэтому перед сном грядущим решили побродить недалеко от места выбранного ночлега, а имеющийся рядом Приморский парк как нельзя лучше вписывался в установленные нами рамки. Парк довольно большой и ухоженный. Его часть, примыкающая к порту, сейчас перед нами и прорезана многочисленными дорожками, по краям которых размещены цветочные композиции в образе морских обитателей и порой весьма необычной конструкции. Здесь же находится пляжный аквапарк с 3 бассейнами и 2 башнями с различными видами горок с них. А это что-то непонятное для меня, но наверняка гениальное творение для художника, это сотворившее. В этом месте находится главный вход на пляж Вентспилса, обладающий голубым флагом и титулом самого оборудованного в Латвии. А слева за сетчатым забором имеется волейбольная площадка для пляжного подвида этой игры. Вдоль дюн проложена не длинная, но хорошо обустроенная автодорога с небольшой автостоянкой, освещением и вот таким каменным островом в конце, с несколькими произведениями продукции металлургических предприятий. Якорная цепь с якорем раз и якорная цепь с якорем 2 для тех, кто не понял с первого раза, что Вентспилс в первую очередь город моряков. Рядом с якорями имеется еще один выход на Вентспилсский пляж, которым я в этот раз, пожалуй, воспользуюсь, а то 2 часа уже в городе-порте, а море не видел. Как и в Лиепае, чтобы дойти до моря, здесь надо сначала преодолеть дюнную зону. И вот оно, Балтийское море, которое 200 лет назад еще называлось Остзейским. Хмуро, пасмурно, безлюдно, пустынно, первобытно, если смотреть с этой точки. И признаки жизни, соответствующей инфраструктурой в районе главного выхода на пляж. Вернуться к месту ночлега решили через парк, по другой дорожке. Во время движения по сторонам проплывали разные природные сюжеты, в данном случае каменный пруд. Местами дорога стояла в тупик, разветвляясь в неведанных нам направлениях. А в этом месте обнаружился очередной музей под открытым небом, в котором в качестве главных экспонатов опять выступили морские якоря. Я, честно говоря, не знал, что у этих морских стоп-кранов так много вариантов исполнения. Но вот якорная тропа закончилась, и впереди показалась клумба с просто цветами, без всякого глубокого смысла. А наличие здесь ирригационной канавы объясняет отсутствие в парке луж и подтопленных территорий в это дождливое лето. А вот интересный аттракцион с переправой на плоту с помощью каната. Когда-то он был одной из привычных составляющих жизни людей старших поколений под названием паромная переправа.
А здесь целая площадка, посвященная интересному времяпровождению на свежем воздухе маленьких венспилчан. Представитель хищного подводного мира с щучьим окрасом. Судя по размеру, морская щука. Тема морских обитателей в парке раскрывается всеми доступными способами и материалами. Впрочем, парк приморский, и этим все сказано. Одной из границ парка является улица Лочу, по которой курсирует вот такой паровозик. Мы же тем временем вернулись на свою автостоянку. Она расположена прямо на берегу Венты, и для большей глубины восприятия этого места украшена двумя размещенными здесь рыболовными судами. Не являясь специалистом классификации этих судов, выскажу предположение, что это траулеры. По крайней мере, на такую мысль наталкивает оснастка судна, заточенная на подъем сетей с кормы. Я имел в виду вот этот механизм, в простонародье именуемый лебедкой. Вовнутрь, к сожалению, не зайти. Везде висят замки. Но для любителей острых ощущений с преступно-криминальным настоящим и будущим это не составит проблемы. А это у нас верхняя палуба и нос с видом на нашу автостоянку и красавицу Венту, достигающую в устье ширину 200 метров, а в акватории значительно больше. Отсюда хорошо виден проход в Венспилский порт. С левой стороны он огражден южным молом, с имеющимся на нем маяком. На последнем мигает зеленый свет, и в тот же цвет окрашена его верхняя часть. А это северный мол, на котором также находится маяк, но уже окрашенный в красный цвет и с таким же красным мигающим светом. Здесь же рядом с автостоянкой находится наблюдательная вышка, с которой можно заглянуть за дюны и посмотреть сверху на ближние окрестности. Пока поднимался, выглянуло солнышко, сразу преобразив унылые серые краски в радостно-открыточные виды. В этой гавани расположена яхт-марина, а в дальней части пришвартованы рыболовные суда. Вента. А это уже Балтийское море и заросшие дюны. Я так понимаю, сегодня ожидается красивейший закат. Чистое небо над горизонтом позволит солнышку подсветить нависшие над городом тучи, и это должно стать замечательным завершением этого насыщенного дня. По Южному молу проложена дорога до самого маяка, и этот маршрут давно вошел в обязательную программу осмотра при посещении Венспилса. А наличие освещения позволяет посетить это место и в ночное время, правда только до памятника морской коровы, которая каждый год украшает задний план огромного количества фотографий, сделанных на ее фоне. Между тем, наступающий закат начал свою волшебную работу по освещению мрачного неба. Тусклые краски стремительно меняют свои оттенки на радостные тона, и неизбежная кульминация этого явления освещает пространство в восточном направлении мягким красноватым свечением. Глупые мелочные мысли, пронзающие наш мир, отступают на второй план, а тело наполняет покой и умиротворение, то есть то, что в людей было заложено Богом изначально и навечно.
Между тем, наступило раннее утро последнего дня лета, и я, взяв камеру, отправился на утреннюю пробежку по Южному молу. Пробежав метров 400, понял, что бег это не мое, хотя и занимаюсь этим делом уже третий день подряд. Именно так моя пятая точка оказалась на камушке, возле лениво плещущейся воды, чтобы заснять не спеша плывущий в моем направлении корабль. Уже отсюда видно, что судно выше маяка и идет в Венспилский порт по делу большой важности и по расписанию заодно. Это паром Нюнсхам-Венспилс. Нюнсхам или Нюнинсхам – это шведский портовый город примерно в 40 километрах южнее Стокгольма. Паромное сообщение между странами осуществляет международная компания Stena Line, имеющая шведские корни. По маршруту Венспилс-Нюнсхам ходят два парома. Поездки осуществляются в основном ночью, но каждый день. Звучит как ляп, но это действительно так. Время в пути 8,5 часов, и за это время паром успевает пройти 276 километров. Корабли, осуществляющие данную переправу, абсолютно одинаковые, длиной 222 метра, что наводит на вопрос, а как они разворачиваются на реке шириной 150-200 метров? Что в свою очередь подразумевает ответ, что значит где-то там выше по реке есть какое-то таинственное место, где этот маневр возможен. Я как бы, между прочим, поинтересовался в интернете начинкой парома и ценами. И вот что я накопал. Паром имеет 202 каюты общей вместимостью 970 пассажиров. Билеты в эконом-класс стоят от 23 до 30 евро. Провоз легкового автомобиля до 6 метров примерно от 110 евро. То есть цены довольно демократичные, особенно если есть желание смотаться в Швецию без автомобиля. Ну а нам пока и здесь хорошо, несмотря на то, что прошедшая махина вызвала определенное возмущение водной поверхности, убаюкивающей до этого момента своей неподвижностью. Прошедший паром явился своего рода будильником, разбудившим город, и вот уже на выход в море устремились рыбаки, которые наверняка знают, как на бескрайней водной стихии найти кильку, салаку, треску или камбалу. Это я перечислил основную рыбу, которая здесь вылавливается. А это мой, одиноко стоящий на автостоянке джампер, в котором я сегодня прекрасно выспался. А сейчас позавтракаю и махну на велосипеде в город. И вот, осуществив все упомянутые выше действия, я вкатил на своем двухколесном коне в ту часть Венспилса, которая в туристических буклетах называется Рыбацкий поселок. Здесь преобладают одно- и двухэтажные постройки 19-го – начала 20 веков, между которыми, как правило, булыжные мостовые, выступающие в качестве неубиваемых веками транспортных артерий. Данный район образовался после 1836 года, когда российские власти объявили льготы для окрестных крестьян с целью заселить дюнную зону, чтобы предотвратить засыпание города песком. И именно эта часть Венспилса, в которой много построек из дерева, мне нравится больше всего. Почему, не знаю, но слышал, что деревянные дома имеют душу. Если это так, значит мы родственные души, которые чувствуют трепет при приближении друг к другу. А что касается конкретно этого места, то это улица Капитана. Причем не того капитана, который сухопутное звание, а того, который морской волк. Не все здания здесь в идеальном состоянии, но в сравнении с той же Кулдыгой процент ухоженных домов значительно выше. Вообще у Венспилса исключительная история для города, пережившего вторую независимость Латвии. По крайней мере, я не знаю больше латвийских примеров, в которых председатель горисполкома и, соответственно, бывший коммунист смог бы продолжить свою карьеру на прежнем месте работы. Я говорю сейчас об Айваре Лемберге, с которым неразрывно связан сегодняшний облик Венспилса, и который непрерывно руководил городом с 1988 года по 2021, то есть 33 года. И именно этому человеку после распада Советского Союза достался порт с нефтяным комплексом мощностью 33 миллиона тонн нефти и дизельного топлива в год. Достался, конечно, не в собственность, а в качестве государственного предприятия на территории города. Я не буду здесь раскрывать схемы вывода денежных знаков из этого предприятия,
Для этого есть другие, более компетентные источники. Но для примерного понятия, какие деньги тут крутились, приведу такой факт. В 1998 году через Вентспилский порт экспортировалось 20 миллионов тонн нефти, которые принесли Латвии $500 миллиарда или 25% бюджета страны. А сколько миллионов осело в других карманах, знают только собственники этих карманов. Но не надо забывать, что и городу перепадало с этого экспорта немало. И самое главное, что эти деньги вкладывались в инфраструктуру и в развитие Вентспилса. И как следствие, город выглядит во многих местах как на открытке. А что касается дорог, то мощенные булыжником встречаются в основном на вот таких узких улочках, а там, где пошире, там проезжая часть, как правило, уложена брусчаткой. И еще одна красивая улочка под названием Ливу, как бы подтверждает предыдущее утверждение. А этот домик – один из самых симпатичных на улице Принца. Есть здесь и улица Дачная, вдоль которой я сейчас еду, в районе парка Шведский вал. Никакого маршрута движения по городу я заранее не забивал, поэтому еду, куда глаза глядят. А сейчас они глядят на этот деревянный особнячок. Именно таким образом на экранах ваших видеопроизводящих устройств появляются те или иные строения. И как вы уже обратили, наверное, внимание, архитектурный облик домов и улиц несколько изменился. А все потому, что мы уже покинули локацию с названием Остгалс, которую я раньше обозначил как рыбацкий поселок, и начинаем изучать окраины городского центра. И улица Католиков, по которой я сейчас еду, пытается всеми силами помочь мне с разнообразием видеоматериалов для данного кино. А это у нас Большой проспект, и по совместительству самая широкая улица города Навентия. И вот мы в самом центре Вентспилса, о чем можно судить, исходя из прежних названий улицы Кулдегас, по которой я сейчас еду. Но посудите сами, разве могла называться не центральная улица такими названиями, как Гитлера, Советская, Ленина? Поэтому однозначно это центр, и не широкий, но красивый парк в этом месте подтверждает данную мысль. А вот и первый фонтан на моем пути, образованный струями воды, бьющими из предметов, похожими на крытые быстроходные катера. Такие скверики очень характерны для старинных городов, а немецкий город Виндау, это первое название Вентспилса, основанный в 1290 году, как раз таковым и является. Поэтому едем и радуемся окружающему лету в последний его день и в таком красивом месте. Здесь, вокруг дороги, стоят в основном двухэтажные дома, и деревянные постройки среди них встречаются так же часто, как и кирпичные. При этом они смотрятся значительно колоритнее, на общем фоне, хотя и уступают кирпичным в архитектурном оформлении фасадов. Сейчас я подъехал к пересечению улиц Клайпедас и Большого проспекта, и, пользуясь открытым пространством в этом месте, дам возможность видеокамере использовать свои оптические плюсы. Такие вот зеленые тоннели я нигде, кроме Вентспилса, не встречал. А рядом с тенистым тротуаром через дорогу находится новая достопримечательность города Навентия под названием Фрегат Кит. Это фонтан с весьма сложной системой разбрызгивания, который не вызывает никаких эмоций в дневное время. Но если сюда прийти вечерком, то это место преображается благодаря продуманной подсветке и вызывает весьма душевные эмоции вместе с удовлетворением от посещения этой локации. Но вернемся на улицу Кулдегас, которая при пересечении с широкой улицей являет миру вот такой похожий на маленький дворец дом. И еще один вариант каменного зодчества, выполненный из желтого и красного кирпича. А буквально рядом, в каких-то 50 метрах, я обнаружил третий фонтан. На этот раз локацией данного гидротехнического сооружения явилась Мельничная площадь. И как бы следуя прозвучавшему названию, в фонтане использованы элементы мельницы под названием жернова. На пересечении с Морской улицей есть еще один фонтан в виде зонтика, с краев которого вниз падает как бы дождевая вода.
Это уже четвертый фонтан за короткое время, и все они сооружены на улице Кулдагас или в непосредственной близости с ней. А рядом с фонтаном имеется вот такой деревянный особнячок, и также с башенкой. Необычное оформление цветочного магазина, похожее на каких-то лесных сказочных персонажей. В последнее время по отношению к Вентспилсу часто применяется термин «город коров». И вот перед нами одна из причин этого названия. Всего в городе насчитывается 24 скульптуры коровы, и целью их установки является задача сделать город узнаваемым. Несмотря на очень привлекательную архитектуру улицы Кулдагас, решил свернуть на попавшуюся справа улицу Райниса, так сказать, в целях более полного представления о городе, а точнее о его центре. Здесь, в принципе, тоже довольно приятно и ухоженно, хотя не столь вызывающе красиво, как на Кулдагас. Здесь нет пустырей, вместо них обустроены вот такие небольшие зоны отдыха, несущие в себе какую-то смысловую нагрузку или свой сюжет. Катясь по Райниса, увидел слева деревенский домик и свернул на эту маленькую улочку, названную в честь неизвестной мне Гертруды. Интересно, что даже здесь имеются отдельно и проезжая часть, и два тротуара по краям, и все это уложено брусчаткой. Еще один деревянный дом с местами штукатуренным фасадом. И это, наверное, первый дом в Вентспилсе, где фасад выглядит столь плачевно. А вот и второй. Как в таких случаях говорится, налицо первые признаки заката звезды Вентспилса на латвийском небосклоне. Потому как через Вентспилский нефтяной терминал в связи с известными событиями экспорт нефти и дизельного топлива в данный момент прекращен, и, соответственно, иссяк денежный поток, когда-то наполнявший бюджет Латвии и города Вентспилса в частности. Я же, судя по зданиям с дворцовыми фасадами, вновь вернулся на улицу Кулдагас. Даже боюсь представить, сколько я такой красоты уже пропустил, свернув на Райниса. Да, трудно быть непредвзятым, когда хочется ездить именно там, где вот такая вот красота по сторонам. Но когда-нибудь эта улица закончится, и я вновь стану беспристрастно оценивать окружающее пространство. Если получится, конечно. А вот какое красивое нежилое здание. Наверное, первый попавшийся мне заброшенный дом за сегодня. Это дом Кучмита, построенный в середине 19 века. В 20-х годах прошлого столетия здесь располагалась городская дума. А это, собственно, конец улицы Кулдагас, или точнее говоря, ее начало. В этом здании находится Вентспилская государственная гимназия, а построено оно было в 1912 году для нужд женской гимназии. И это здание действительно похоже на дворец Просвещения. Развернув в этом месте своего двухколесного коня на 100 градусов, я припустил по новой для себя улице с названием Замковая, заодно отметив в голове наличие большой автостоянки рядом с перекрестком. До 1795 года, когда Курляндия была присоединена к Российской империи, улица называлась Шлосс-штрассе, что в переводе означает «замковая улица». И действительно, замок, по-немецки «шлосс», в Вентспилсе имеется, и эта улица как раз мимо замка и проходит. Но я думаю, что про градообразующее оборонительное строение будет уместнее поговорить, когда он появится на горизонте. А сейчас на этом самом горизонте появилось замечательно выглядящее здание с лепниной в форме гербовых щитов. Под крышей этого большого красивого дома приютилось 3 организации – теплосети, комбинат благоустройства и похоронное бюро. И, глядя на лепнину, вспомнилась знаменитая древнегреческая фраза «со щитом или на щите». Далее окружающая картинка стала ниже, но не менее колоритной. Как сказал бы дизайнер, налицо декор из дерева, подверженный естественному старению. Вообще Вентспилс очень интересен таким вот контрастом. Здесь стоит, казалось бы, убитая хижина небогатого хозяина, а за ним рядом самодовольный и ухоженный каменный особняк. Между тем, двигаясь по Замковой улице, обнаружил с правой стороны площадь с рыночными навесами. И вот я уже изучаю эту локацию под названием Вентспилский базар или рынок. Интересно, а почему здесь так безлюдно? Сегодня ведь воскресенье, и на часах без 10 утра. Мистика какая-то? Или я чего-то не понимаю в местных реалиях?
Остановился возле имеющейся здесь колонки, или как там называется это гидротехническое сооружение, чтобы заснять окружающую картину. Уж больно она интересная. Как говорится в таких случаях, здесь воздух свеж, но пахнет немцем. Проехав дальше по Рыночной улице, обнаружил 3 свежеотреставрированных старинных дома. А это Вентспилский порт. Еще 2 года назад своими глазами видел, как на противоположном берегу загружали 2 больших корабля углем. А сегодня, сами видите, никакого движения там, где должно все вертеться и крутиться, днем и ночью. Да, политика дело тонкое, и благодаря ей Латвия с каждым годом становится экологически чище и чище. Вывеска «Герцог Якоб. Экскурсии на кораблике». Как я понимаю, именем самого известного правителя Курляндии и Семигалии назван экскурсионный кораблик. Желтый цвет стен с черепичной крышей смотрится просто волшебно. И находится это волшебство на Школьной улице. Появление рыночной площади в Виндау датируется началом 17 века, а вот эти часы с 3 циферблатами появились здесь во время реконструкции 2009 года. Сменив рыночную площадь на Рыночную улицу, я отправился изучать новые горизонты. Рыночная улица – одна из старейших в городе, и, соответственно, на поддержание ее облика на высоком европейском уровне выделяется необходимое финансирование, и это чувствуется здесь в самых мелких деталях. Заканчивается эта красивая, но не длинная улица Ратушной площадью. А вот это идеально выглядящее здание в кадре когда-то и было ратушей. И в нем восседал орган, управляющий купцами и ремесленниками и собирающий с них налоги и пошлины. Напротив ратуши находится Евангелическая лютеранская церковь Святого Николая. Ее строительство, начатое в 17 веке, было закончено только в 1835 году при финансовой поддержке российского императора Николая I. Покинув Ратушную площадь по Каменной улице, я очутился в месте с названием Площадь Старого города. Здесь имеется небольшой скверик и довольно симпатичное архитектурное окружение, включая розовое здание информационного туристического центра города Вентспилса. К странностям этого места, с учетом отношения сегодняшних латвийских властей к своему социалистическому прошлому, можно отнести памятник Яну Фабрициусу, уроженцу этих мест и командиру 14-й категории высшего начсостава рабоче-крестьянской Красной Армии. А это улица Большая, которая также выходит на Старогородскую площадь, и на которой привлек внимание невзрачный, казалось бы, кирпичный дом, а точнее циферки, обозначающие его год постройки. Я решил прокатиться по этой улице до набережной, и судя по наличию здесь фахверкового дома, не зря. В этом месте Большая улица закончилась, оказавшись не такой уж и большой. Я же свернул на улицу Портовую, которая тянется вдоль Венты, местами вплотную приближаясь к набережной. И с учетом того, что я передвигаюсь на велосипеде, должен признать, что старый город Вентспилса не такой уж и маленький по размерам. Сколько я уже сегодня проехал, а интересные улицы со старыми домами даже не собираются заканчиваться. И это радует. Какое правильное во всех отношениях здание, вплоть до покраски фасада, обращенного в сторону порта. На перекрестке улиц Портовая и Яня стоит вот такое молодое строение 1898 года постройки. Сейчас в нем размещается правление свободного порта Вентспилс. Дальше за этим домом находится небольшая площадь, занятая под автостоянку, с которой имеется вход в старейшее сооружение Вентспилса – замок Ливонского ордена. Именно с его постройки в 1290 году отсчитывается история Вентспилса, который до 1795 года назывался Виндау, а до 1918 – Виндаава. И именно здесь я вновь выехал на Замковую улицу, посчитав это весьма логичным событием. И, кстати, в этом месте очень интересные дома, заслуживающие моей остановки. Вентспилский замок был отреставрирован в 2005-2006 годах,
когда порт активно переваливал за границу нефтепродукты из России и Белоруссии. Кстати, интересный факт из истории замка, благодаря которому, возможно, он и сохранился до наших дней. С 1832 года по 1959 он был тюрьмой. Я же качу дальше, а над горизонтом высятся все новые купола и башенки. А дальше со мной случился казус. Я немножко заплутал. Оказывается, и такое возможно в городе Вентспилсе. И выехал не к Приморскому парку, как рассчитывал, а к современному спальному микрорайону, сплошь состоящему из 9-этажек. И уже здесь я свернул на Инженерную улицу. И немножко с краешка микрорайона обнаружил гордость Вентспилса и, наверное, Латвии. Вентспилский университет прикладных наук, основанный в 1997 году, который сейчас является ведущим научным и образовательным центром по космическим технологиям в Северной Европе. С улицы Инженерной свернул на Дачную и сразу увидел, что местные дачи мне нравятся. Все, как говорится, по-простому и без изысков. Здесь же случайно наткнулся на вот такое интересное здание, оказавшееся Приморским музеем под открытым небом. За зданием на полянке размещены старинные рыбацкие лодки и такие же старинные постройки. Искренне радуясь за вентспилчан в плане такого многообразия исторических достопримечательностей, не сразу понял, что Дачная улица преобразовалась в лесную дорогу, ведущую в противоположном направлении от моей временной автостоянки. Поэтому при первой же возможности свернул в изрезанный тропинками лес, и минут через 15 был уже на месте. Ну, а так как рассказ о городе Вентспилсе был бы неполным, без прогулки по его набережной, то сейчас я этот пробел и восполню. Но сначала надо пройтись по рыбацкому поселку или Остгалсу, что для меня, впрочем, удовольствие. А это, я так понимаю, многоэтажка для скворцов. Хотя, может быть, и семейное общежитие. Река Вента, с которой неразрывно связана история города. В 17 веке при герцоге Якобе здесь функционировала судостроительная верфь, которая только на продажу в страны Европы построила 145 кораблей. А флот герцога в то же время насчитывал 40 военных кораблей и 80 торговых. На берегу, между тем, продолжается морская тематика, и эти перевернутые большие поплавки, скорее всего, изображают морские или речные буи, которые с помощью своего окраса несут навигационную информацию людям, понимающим эти знаки. А это, хотел уже сказать морская корова, но вовремя заметил ручку на спине. А морские коровы без ручки, это я точно знаю. Поэтому просто корова. Это красивое здание отмечено на карте как морская мастерская. Насчет нахождения в нем мастерской точно сказать не могу. А вот то, что здание совсем недавно пережило ремонт, готов подтвердить на Библии. Столб спереди с площадкой наверху есть не что иное, как маяк. И это место, как я понимаю, нашло отклик в юных сердцах молодоженов. А этот объект показывает образно сердце современных судов, которые пересекают не только моря, но и океаны с помощью вот такого винта. Глядя на этот образец с лодкой на крыше, я сначала подумал, что это очередной памятник, как-то относящийся к спасательным службам. Но нет. Эта пожарная машина когда-то была переделана в автодом, и на ней сейчас путешествуют потомки основателей города Виндау. Улочки, примыкающие к набережной, также милы и, естественно, вписываются в окружающее это место историческую атмосферу. Здание местной синагоги. Интересно, кто-нибудь слышит, кроме меня, в слове «синагога» грузинское имя Гога? Подвести итоги данной поездки я решил с основателем первой латышской морской школы, Кришинисом Валдемаром. И в итоге мы пришли к общему мнению, что город очень интересен как своей историей, так и обликом. И, как говорится, дай Бог вентспилчанам и его руководству сохранить его таким еще долгие годы, что в наше время сделать будет нелегко. И на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр.